Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поделиться своей работой этим летом, так как в русскоговорящем YouTube очень мало видео на эту тему. У меня, к сожалению, видео тоже нету на эту тему, но я сделал много фотографий, поэтому сейчас как бы запишу в таком формате видеоролик с пояснениями. Так вот, заказчик пожелал сделать себе большую теплицу. Попросил сделать фундамент. Фундамент хотел сделать сначала, заказчик попросил сделать из столбиков вбитых, металлических столбиков вбитых и с приваренной поперечиной. Но я его отболтал от этого дела. Вот засверлили ямобуром ручным лунок и в рубероид налили бетонных столбиков. Туда арматуру спрятали, и вот в конце торчат этих шпилек. Натолкали туда шпилек ровненько. Согласитесь, так намного удачнее и намного надежнее, чем вбитые трубы с поперечиной. Так вот, фундамент получился таким образом. Дальше пошла обвязка в виде бруса 15 на 15, связанного между собой. И в таком виде у нас получился фундамент с обвязкой. Затем сделали стол-верстак для того, чтобы гнуть на нем нужные арки. Вот выглядит он таким образом. Все очень просто и как бы функционально. Как потом оказалось, очень удобно на таком верстаке все это дело делать. Опилки, которые там образовывались, вниз ссыпались, и в общем удобно было гнуть. Уголки для ограничения служили для упора. Вот сначала использовалась доска лицевая широкая на 10 дюйм, 2,5 на 10. Потом шел брусок. Все прикручивалось, клеилось на пену и прикручивалось дополнительно саморезами. Видите, струбцинами все стягивалось для того, чтобы все надежно склеилось. Соответственно, все сушилось и строгалось через рейсмус, все в размер было. Напарник у меня в розыске, поэтому попросил не показывать его лицо. Вот я его вот таким образом спрятал. Не обращайте на него внимания, пожалуйста. Есть парень в русскоговорящем YouTube, он арочные теплицы проектирует, там проект у него на канале, и ломает он их, тестирует. Вот у него немножко другой способ всего этого дела делать. Он там скручивает арки на шпильки. Нам такой способ совершенно не подходил, потому что у нас планировалось две стенки поликарбоната, и как бы шпильки пришлось бы или прятать, чтобы не торчали гайки, засверливать, утапливать, или они бы в поликарбонат упирались, поэтому было решено клеить и делать клееные арки. Так вот, арка получилась наборная из 4 слоев. Все склеено на клей пенополитановый, и местами применяли для склейки пену монтажную, просто она клеит не хуже специального клея, не отдерешь. Вот, все, материал весь
просушенный был. У нас на склейку ушло порядка месяца неспешной работы, поэтому солнечная теплая погода стояла, все успело просохнуть, и арки, которые мы клеили в начале, они, соответственно, уже к монтажу были настолько просохшие, что как бы если бы какой-то дефекты какие-то появились, они бы вылезли. Материал лиственница, никаких, так сказать, растрескиваний, никаких дефектов не вылезло. Все склеилось и все удачно собралось. Потом уже помимо склейки завершающим крепежным элементом было засверливание 14-сантиметровым саморезом насквозь. Весь этот пирог стягивался дополнительно для пущей надежности, так сказать. Саморез 6, по-моему, 6 на 14, такие желтые крепкие саморезы большие под PZ3. Клеили таким образом, наносился клей, прижималась деталь струбциной и следом прокручивалась саморезами. Так как у нас струбцин было ограничено, поэтому как бы прикрученные саморезами деталь уже отпускались струбцины и переносились на следующий узел склейки. Вот. Но тем не менее все склеилось замечательно, саморезы держат достаточно крепко. Вот, форма выбрана таким образом не просто так, чтобы лицевая доска была широкая, для того чтобы поликарбонат, так сказать, лучше прилегал к этому делу, к арке. Вот, поэтому был вот такой тавер использован, изготовлен. И конструкция действительно получилась довольно-таки удобная для монтажа поликарбоната и надежная. В общем, было изготовлено 38 арок. Вид этого строения называется готическая арка. Дальше увидите. Потому что у нее не полный овал, а такой со остротой наверху. Вот, это очень удачная конструкция, так как и снег не задерживается на вершине, скатывается. Вот, и монтировать такое удобнее, потому что из двух частей состоит конструкция. Вот, стандартный поликарбонат 6-метровый на одну часть монтируется, и соответственно с другой стороны тоже лист ложится полностью, нигде ничего не переламывается, все здорово устраивается. Стыковалось все уголками с двух сторон, и между собой связывалась вся эта конструкция через метр бруском. Вот он как раз пропускался в эти промежутки между бруском на арке, проходил брусок для связывания арок, так сказать, в продольном. Все было скреплено таким вот хитрым образом. На угол запилы были сделаны, и стыковалось, скручивалось с двух сторон мощными саморезами, и с лицевой стороны тоже все это прикручивалось шестерками саморезами. Вот так вот у нас это все дело потихоньку собиралось, чередовали стыки, чтобы не были стыки на одной, так сказать, ну, по типу крыш, как делают обрешетку на крыше, чтобы обрешетка не была в одном месте стык, а был в разбежку. Вот также с брусками обвязочными
поступали, делали разбежку. Немножко покрасили перед монтажом, чтобы, так сказать, меньше потом прыгать по верху, но не до конца. Потом все-таки докрашивали, красили краскопультом, водоэмульсионкой, фасадной краской. Вот так вот она выглядит, наша тепличка. Размер ее 8 на 18. Огромная теплица получилась. Вот. С торцов входные двери с обоих торцов, а наверху были сделаны форточки для вентиляции. Все детали были пропущены через рейсмус, и иначе бы эта затея никак бы не увенчалась успехом, потому что все должно быть плотно собрано. И вот эти даже поперечные бруски, если бы не откалибровать, то мы с калиброванными-то намучились их продевать между арками. Вот. А если не калиброванный, просто как бы построгать это... То есть нужен рейсмус обязательно, если делать такую конструкцию. Все строгается, все через рейсмус пропускает. Вот сделано было сначала в таком виде, потом как бы посчитал усилить бы, и мы еще сделали продольные ветровые ригеля, пустили для связки, так сказать, двух половинок между собой. Через одну шел у нас ветровой ригель. Шаг получается этих арок метр. Идут они метр друг от друга, и метр идет поперечная обвязка. То есть там приблизительно метр на метр получается квадрат такой. Таким образом. Потом началась эпопея с утеплением. Заказчик захотел прям закопать пенополистирольные листы, у нас были утепления фундамента. Фундамент был приподнят таким образом, чтобы как бы можно было подходить к краю теплицы, и высоты хватало. Там полметра у нас получается обвязка поднята, и от полметра потом начинаются только арки. Вот, все утеплено пенополистиролом и закрыто плоским шифером. Вот видите, пенополистирол спиленный под углом. Дальше идет плоский шифер, и все это пенополистирол, так сказать, закопанный еще на полметра в глубину. Даже там получается, наверное, больше полуметра, чтобы исключить промерзание, так сказать, в теплицу, чтобы мороз не забрался. Вот заказчик захотел так сделать, и мы все это дело закопали. Укрывали все очень поликарбонатом. Там десятка поликарбонат, антивандальная, очень толстый такой, на ощупь. Дорогой поликарбонат, 13 тысяч, сказал заказчик, за лист он отдавал. Вот. А торцы были закрыты простым поликарбонатом, тоненьким, там пятерка, по-моему, ерунда. Вот, прижималось все перфорированной лентой и прикручивалось специальными, не специальными, а простыми саморезами с пресс-шайбой, но с шайбами для крепления поликарбоната. Такие металлические шайбы, алюминиевые шайбы были с мягкой прокладочкой. Такие большие шайбы специально для крепления поликарбоната. Поликарбонат ложился не сразу на дерево, а между деревом, между аркой и поликарбонатом была прокладка пристрелена степлером из вспененного пенка подложка, такая вспененная подложка была
прокладка между поликарбонатом и деревом. Она выступала за края арки, таким образом, как бы служа зонтиком, чтобы конденсат, который будет образовываться на поликарбонате, чтобы он не попадал на арки и деревянные конструкции. Все было сделано так, чтобы весь этот конденсат скатывался просто вниз, а внизу где-то собирался. Вот, поэтому дерево все защищено от конденсата, и с этой стороны как бы проблем быть не должно. Вот, а вверху стык стыковался таким образом, тоже был специальный куплен конек такой для стыкования поликарбоната. Но это такой ужас, что я предложил заказчику: давай просто конек купим из жести, даже простой, или крашеной жести, или любой другой, хоть от этого, хоть от андулина конек, и сделаем простой конек. Нет, вот он купил, эта штука для стыковки поликарбоната дорогая. Вот он, раз я ее купил, говорит, ее надо обязательно смонтировать. И это очень неудачная идея, потому что просовывать вот этот поликарбонат в конек, в этот для стыкования, это какой-то ужас. Там, тем более, он же внахлёст вместе стыка получается. И вот этот нахлёст приходилось впихнуть в невпихуемое вот в этот вот стыковочный конек поверху. Но беда. Если будете делать, не берите вот эти вот специальные коньки для стыкования. Используйте что-нибудь попроще, простой конек, потому что то, что предназначено для этого дела, ужасно просто. Монтируется просто ужасно. Мы там и обрезались, и наплакались. Планировалась в ней посадка клубники, рассады, клубники, выращивание в зимнее время. Не знаю, как эти планы реализуются у человека, но теплица получилась замечательная. Вот, я прям себе даже такую мастерскую захотел сделать, чтобы одна сторона была из поликарбоната, такая же арочная, а вторую сторону вот хочу закрыть чем-нибудь непрозрачным, чтобы у нас свет зимой с одной стороны только попадает, так что смысла нету делать для мастерской, для какого-то ангара с двух сторон поликарбонат. Вот, но планирую продолжить строительство в таком виде. Арочные строения, очень удачная конструкция, и снег будет с нее скатываться, и вообще ветроустойчивость хорошая. Не знаю, как насчет зимней теплицы, реализуется у него это все или нет. Вот, но как теплица, она уже была в готовом виде на момент сдачи объекта. Так что вот, ребята, сделали такой объект, все получилось, все замечательно склеилось. Конечно, это не сказать, чтобы дешево, не сказать, чтобы быстро и легко клеить, это уже практически столярная работа была. Строгать это все рейсмусом, клеить, скручивать. Очень много стоит, это очень недешево. Там и пены много ушло, и клея, и времени. Но, тем не менее, можно делать вот такие вещи. И мы попробовали в этом году, все получилось. Американцы, много очень видео я смотрел, англоязычные выкладывают. Они строят себе такие ангары,
строят теплицы себе, арочные вот эти вот мастерские, много. А в России как-то вот обычно из металла и пленку натягивают на металлический каркас. Вот так, чтобы из дерева, можно сказать, наверное, вот этот парень, который ломает арки, тренируется, он собирается делать арочную теплицу себе. Вот, и мы уже сделали, так сказать, уже попробовали. Кто-то еще, по-моему, сделал арочную теплицу, но у него видео я не видел в интернете. Вот, берите на вооружение, задавайте вопросы, не стесняйтесь. В комментариях я с радостью все, что не успел, так сказать, осветить, рассказать, расскажу, опишу. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Всем пока.